Привет! Прошло уже практически полгода с моего первого знакомства с Pamus Lite. Это были крутые наушники, и единственное, что в них напрягало, просто огромный кейс. Потом они пропали из продажи и теперь снова появились, еще и в более компактном корпусе. Теперь это Pamus Lite Mini. Есть ли какие-то изменения за полгода, что произошло со звуком, все это не только мы сейчас и разберем. Так что присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Компания Podmate, которая и занимается производством наушников Pamu, изначально начала свою деятельность на краудфандинговой площадке Indiegogo, ну и, видимо, наушники стрельнули. В период затишья, когда наушники нельзя было нигде купить, особо предприимчивые граждане их продавали на Авито аж по 9000 рублей, и даже за эти деньги их покупали. Упаковка у Pamu сделана дорого-богато. Под белой обложкой скрывается сама коробка из черного, матового, даже немного бархатистого картона, очень приятно на ощупь. Комплектация жирная, всякие буклеты, провод для зарядки Type-C, мешочек для переноски и 2 пакетика со сменными амбушюрами, всего 6 пар. Одни обычные, другие с немного удлиненным посадочным местом под звуковод, для более глубокой посадки. И обычные, которые изначально и стоят на наушниках с завода, по качеству не очень, неэластичный материал, который плохо держится в ушах. На первых Pamu такого не было. Зато амбушюры с приставкой плюс уже сделаны из материала получше. Кстати, поменять амбушюры на сторонние тут не так-то просто. Звуковод у наушников необычной овальной формы. В Pamu наконец услышали своих покупателей и наконец-то сделали кейс компактным. Он теперь спокойно помещается в карман джинс. Качество приятное. Матовый пластик, на передней части 4 индикатора заряда кейса, крышка магнитная, она фиксируется в открытом положении и не падает обратно, но не умная. Для коннекта наушников их нужно по старинке достать из кейса. Размеры теперь сопоставимы с кейсом от Galaxy Buds. Кейс у Pamu немного уже, но выше. Наверное, особенно ощущаешь разницу, только когда держал в руках этот огромный кейс у большой версии. Единственная придирка – наушники из кейса не очень удобно доставать. Сами наушники конструктивно не поменялись, все такие же с ножкой, как у AirPods. На внешней части логотип компании, над которым предательски во время работы мигает индикатор белым цветом раз в 5-7 секунд. Я сейчас расплачусь. Не слишком ярко, как, к примеру, на Edifier TVS5 или Spunky Beat, да и я бы даже сказал вообще не ярко, но все-таки его видно. В целом в ушах наушники сидят хорошо, но тест на шапку провалился. Первые 5 минут еще вроде нормально, а потом наушники начинают давить на уши. Благо в Москве эту зиму такая погода, что можно обойтись и капюшоном. На ножке наушников в верхней части скрывается сенсорная панель, функционал которой также не претерпел изменений, но по-прежнему радует. Короткое касание на любом, плей-пауза, двойной на правом следующий трек, двойной на левом голосовой помощник и удержание, уменьшение или увеличение громкости. При этом, если долго удерживать, громкость плавно увеличивается или уменьшается. Вот все круто, только трек назад нельзя переключить. Ну и случайное нажатие, конечно, тоже есть. Иногда, когда хочешь наушник поправить, задеваешь панель и музыка становится на паузу. К этому нужно привыкать. Еще из плюсов влагозащита IPX6. Читаем дословно. Защита от водяных потоков или сильных струй с любого направления. Потенциально похоже на то, что и в душ в них можно ходить, но это уже на ваш страх и риск. За что на Pamus Lite было много жалоб, так это на то, что один из наушников у них мог ни с того ни с сего вдруг отвалиться и больше не соединяться в пару. Но, как и любой брак, тут как повезет. Больших Pamu в сумме через меня 3 штуки прошло, и ни на одной с такой проблемой я не столкнулся. На этих пока вроде тоже все нормально. Так как внутри скрывается квалкомский чип, наушники спокойно играют по отдельности, при этом перепривязывать их в настройках не нужно. В каждом наушнике установлены жирные аккумуляторы аж на 85 мАч каждый. В кейсе еще прячется аккумулятор на 400 мАч. Заявлено, что автономность наушников должна быть до 10 часов воспроизведения, и в прошлый раз цифры были примерно похожи. Да и в этот раз на максимальной громкости мини продержались 8 часов 42 минуты. И это новый рекорд среди ТВС наушников, самые долгоиграющие уши. Тест проводился по всем канонам, в связке с Galaxy S10 и кодеком aptX, я даже устал их разряжать. Ну, за это им просто жирный плюс в копилку. Ну а теперь микрофоны. Проверяем работу микрофонов Pamus Lite Mini в тихом пространстве, незаведенная машина. Я уже не помню точно, как звучали микрофоны в Pamus Lite обычной версии, но я помню ощущения. Тогда мне микрофоны понравились. Сейчас мне кажется, что речь почему-то немного глуховата. В тот раз, по-моему, такого не было, но в целом слышно хорошо. Проверяем работу микрофонов Pamus Lite Mini в машине. Печка на 3 деления 4, музыка на фоне на 9. Не сказал бы, что есть какой-то шумодав, музыка изначально слышится как будто на фоне. Вот. Ну, в принципе, в машине еще более-менее нормально.
Проверяем работу микрофонов Pamus Lite Mini на улице. Ветра практически нет, мимо едут машины. Разговаривать вроде можно, не назвал бы, что тут идеальные какие-то микрофоны. Вроде как неплохо. На монтаже потом более подробно послушаю. Еще раз прослушал микрофоны, и лучше всего они, пожалуй, себя проявили в заведенной машине. Там шум от кондиционера и музыка вообще практически не слышны. В тихом пространстве почему-то как будто из бочки слышно, а на улице даже незначительный ветер иногда залетал в микрофон и портил впечатление. В общем, конечно, меня везде было слышно, это я уже придираюсь. Вверху в подсказке должна появиться ссылка на первый обзор Pamus Lite, там тоже был тест микрофонов, если интересно, можете сравнить, есть ли разница. Дальность у мини Pamus Lite средняя, дома только через 2 стены бьют, но зато по стабильности неплохо. На улице у меня прерываний не было вообще, в какой бы карман не убирал телефон. По задержке звука в YouTube ее практически нет. Нет, конечно есть, но уловить ее трудно. А вот в играх никуда не годится. Порядка 150 миллисекунд, что для шутеров, конечно, многовато. Кстати, хочу напомнить, что сейчас каждые 2 недели мы разыгрываем Mi Band 4. Условия, как всегда, простые. Нужен только лайк, подписка и комментарий по теме видео. Итоги подводим примерно 15 и 30 числа каждого месяца в прямом эфире. А теперь про звук. Сердцем наушников является старый добрый квалкомский чип 3020, который используют многие производители, но как по-разному они раскрывают звук. Прошло уже довольно много времени с первого обзора, и были опасения, что что-то в PAMU поменяет в угоду экономии и будут изменения по звуку, но обошлось. Это те же старые добрые PAMU, просто в более компактном корпусе. Бас такой же приятный, объемный, не такой напористый, как Sabot E12 Ultra, я бы сказал более благородный, и его прям как надо. Крутая серединка с деталями, чисто. Высокие даже не сказал бы, что зажаты, но по-прежнему в некоторых композициях немного задраны и цокают, но совсем чуть-чуть. Эти уши для любителей драйва от динамических излучателей, и реально стиль и подача очень похожи на Sabot E12 Ultra. Но по-прежнему я не отказываюсь от своих слов. Для меня PAMU все еще звучат приятнее, даже скорее сбалансированнее. Если вам по душе более сдержанное арматурное звучание, то в сторону PAMU не смотрите. Для вас есть MIFO 5 Pro, или MIFO 7, тут уже зависит от предпочтений. В описании, как всегда, таблица с рейтингом всех наушников на канале, ну а теперь где же их купить? К сожалению, Pamus Lite Mini пока не продаются на Алиэкспрессе. Сейчас они в продаже на официальном сайте Podmate и стоят 69 баксов. Но я их взял долларов, по-моему, за 50. У них периодически на сайте вылезают какие-то купоны. Сейчас, кстати, вроде тоже есть. Как сказал один знакомый продавец с Алиэкспресса, на Алиэкспрессе они скоро тоже появятся. Так что ссылку также оставлю в описании, можете мониторить. Мне наушники шли в сумме в районе месяца. Но в сообществе канала ребята писали, что кому-то и за 7 дней доходило. Так что как повезет. Из всех ТВС наушников, что у меня были, Pamus Lite, теперь уже мини, для меня по-прежнему на первом месте по звучанию. Хотя какого-то кардинального отличия от тех же Sabot E12 Ultra нет. Они звучат очень похожи, просто PAMU чуть сбалансированнее. И за 50-60 баксов прям очень хорошо. Нужна мощная автономность? Пожалуйста. Компактный кейс? Держите. Крутой звук? Пожалуйста. В общем, теперь, наверное, есть все, чтобы я сменил наконец свои основные Galaxy Buds на PAMU. Но это уже совсем другая история. Пишите в комментариях, как вам Pamus Lite Mini. Если видео было полезным, поставь лайк и подпишись на канал. А на сегодня все. До встречи в следующих видео. Пока.